Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с того, что мы знакомимся с мальчиком по имени Накадзима Нанао, который 6 месяцев назад уехал жить на необитаемый остров, который является академией исключительно для подростков со сверхъестественными способностями. В этом к нему приближается мальчик по имени Муга, который обладает силой огня. Муга автоматически начинает раздражать Нанао из-за того, что он якобы не обладает способностями. В то время как другой мальчик по имени Сёе, обладающий способностью контролировать лед, автоматически защищает Нанао, говоря, что он такой же особенный, как и все. После этого нам рассказывают, что мальчиков привезли на остров, чтобы они прошли специальную подготовку, так как они должны сражаться с инопланетянами. Враги человечества – существа, которые появились около 50 лет назад и скрываются друг от друга, поэтому представляют угрозу человечеству. Затем учитель знакомит нового ученика по имени Оданёра Кея, после чего все задаются вопросом о его силе, но тот отказывается это говорить. И учитель говорит им, что даже он не знает, что это такое. Из-за этого Нанао думает, что он явно должен быть очень могущественным, чтобы он не хотел никому раскрывать свою силу. Потом мы видим, как прибывает еще одна новая ученица, которую зовут Хигар Инана, и эта девушка наша главная героиня. Затем она рассказывает своим одноклассникам, что ее способность читать мысли, и все поражаются, услышав это. После этого она садится рядом с Нанао, и там начинает с ним немного болтать. Нана спрашивает Нанао, не издеваются ли над ней другие или что-то в этом роде, и Нана говорит ему, что она явно знает это, потому что может читать его мысли. В этот момент Мога начинает раздражать его из-за того, что у него снова нет сил, шутя, что он враг человечества. Увидев это, Нана защищает его, говоря Муга, что он явно хулиган и что он делает это только для того, чтобы попытаться произвести на нее впечатление и пригласить на свидание. Позже Нана хвалит Нанао из-за того, что он так много знает о врагах человечества, и она замечает ему, что если он хочет быть ее другом, она не будет возражать. Чтобы потом спросить его, почему они называют его самопровозглашенным лидером. Когда он собирается ответить на этот вопрос, учительница ругает его за то, что он наделал столько шума. Там Нана говорит ему, что поскольку она выбирает президента класса, она решает назначить Нанао, на что Магуо отвечает, что лидером должен быть самый сильный человек. И услышав это, Кея предлагает назначить Нанао, что они должны встретиться лицом к лицу, чтобы решить это. После этого все с нетерпением ждут боя, все кроме Нанао. Во время смены сцены они немного рассказывают нам о жизни Нанао, с которым было очень трудно заводить друзей. Потом мы видим, как его отец говорит ему, что куда бы он ни пошел, он всегда должен быть лучшим и быть лидером. И по этой причине, когда он поступил в академию, его отец сказал ему, что куда бы он ни пошел, он всегда должен быть лучшим и быть лидером. И по этой причине, когда он объявил себя их лидером, и из-за этого все над ним насмехались. Позже Нана приходит пожелать Нанао удачи на завтра, который говорит ему, что завтра он драться не будет, так как проиграет остальным, а затем автоматически уходит. После этого Нана решает последовать за ним и просит Нанао показать ему остров, так что они автоматически идут на обед. И там Нана объясняет мальчику еще немного о том, как работают его силы и как из-за его силы он никогда не мог заводить друзей, поэтому она рада, что Нанао может помочь ей в этом, чтобы он согласился быть его другом. Тогда, продолжая исследовать остров, и к закату они отправятся в ущелье. В этот момент Нана объясняет Нанао, что она знает, что у него есть талант. Это потому, что если бы у него его не было, они бы не привезли его на остров в первую очередь. Нанао отвечает ему, что если он у него есть, но это не имеет большого значения, и что он не упоминает об этом из предосторожности. Потому что единственные, кто способен победить врагов человечества, находятся на острове, потому что враги, скорее всего, проникли на остров. Так что я не могу не упомянуть об этом из осторожности, потому что единственные, кто способен победить врагов человечества, находятся на острове. Потому что враги, вероятно, проникли на остров. Вы должны быть осторожны. В этом появляется поток воздуха, который толкает Нану во враг, но Нанао чудесным образом спасает ее, прежде чем она падает. Из-за этого Нанао ты бы ее побеспокоил, что заставляет Нану краснеть. Потом мы видим, как Нана провожает Нанао домой. Нана снова просит Нанао баллотироваться в качестве лидера, и после этого Нанао раздражается на нее и просит оставить его в покое. Затем Нанао в своей комнате задается вопросом, обращался ли он с Наной, если это было неправильно. В этот момент приходит Нана, чтобы вернуть ему часы, которые он бросил в кафетерии. На следующий день мы видим, как мальчики готовятся к бою и решают не использовать свои силы. Тогда бой начинается быстро, и они оба используют свои силы, забывая о том, что говорили раньше. В результате обмена атаками Сёе замирает у ног Муга и таким образом выигрывает бой. В результате чего Муга очень расстраивается и запускает гигантский огненный шар, который он запускает на все вокруг. Студенты.
Увидев это, Нанао бросается на помощь своим товарищам и таким образом создает большой щит, которым он отбивает все атаки. Тут мы понимаем, что сила его в том, чтобы нейтрализовать силы других, из-за чего все поражены его невероятной силой. И таким образом он действительно становится их лидером. Позже он и Нана идут на обрыв, и Нана поздравляет его с тем, что он стал их лидером. Позже ему говорят, что он не сделал бы этого без ее помощи, и Нана восклицает, что его способность нейтрализовать невероятна. В этом девушка берет Нанао за руки и очень волнуется, так как впервые из-за этого Нанао не слышит голоса в своей голове, он так рад за нее. Вдруг Нана дергает Нанао за руки и толкает его к обрыву, а Нанао как можно удержать на веревке. Там она показывает ему, что на самом деле у нее нет способности читать мысли и что все, что она говорила, она угадывала с помощью дедукции. Из чего она поняла, что Нанао не может читать мысли. Меня отвергли за то, что я притворился, что читаю книгу в классе. Он также узнал, что у него есть кошка из-за царапины на шее и подумал, что очень редко на острове бывает человек без способностей. И поэтому он предложил ему в качестве лидера, чтобы он сражался с другими, и таким образом знал его сила, из-за чего Нанао пребывает в шоке. А затем попросил его остаться на острове. Он спрашивает, является ли она врагом человечества, на что она отвечает, что они настоящие враги человечества. И она здесь, чтобы покончить с ними, особенно с Нанао, поскольку именно ему суждено стать их командиром. Из-за этого он сделал все это, чтобы узнать свою силу, чтобы узнать, сможет ли бросок его на скалу покончить с ним. В этот момент Нанао соскальзывает с веревки, падает на скалу и умирает. Во время смены сцены нам рассказывают, как несколько лет назад появился первый враг человечества, который разрушил целый город, убив тысячи людей. Этот враг не был монстром или инопланетянином. Они объясняют, что это был простой человек, который пробудил свои силы и уже. После этого по всему миру начали рождаться дети с способностями. После этого люди с способностями начали делать то, что хотели, поскольку они не могли сражаться с ними, что привело к множеству смертей. В результате чего элиты наняли людей с способностями для борьбы с ними, но в конечном итоге они тоже раскрылись. И после 5 лет войны люди в конечном итоге победят. Со временем люди в конечном итоге приняли людей, наделенных полномочиями, и таким образом отправили их в академии, чтобы держать их под контролем. И заставляли их ежедневно тренироваться, говоря им, что они будут сражаться с врагами человечества. Ниже мы видим, как Нана была послана элитами, чтобы убить всех жителей острова, потому что они настоящие враги человечества. И они советуют ей быть очень осторожной, потому что если ее обнаружат, студенты могут раскрыть себя и уничтожить людей. Затем мы видим, как Муга спрашивает Нану, знает ли она, где Нанао. Он также говорит ей, что был удивлен, узнав, что он такой сильный. На что она отвечает, что не видела его целый день. В этот момент мы видим, как несколько девушек переходят через бревно в озере, и появляется Сёя, и это замораживает все озеро. Из-за чего Нана задается вопросом, насколько сильно Сёя может заморозить, и думает, что люди, обладающие силой, высокомерны, если им приходится их уничтожать. Позже Нана спрашивает Сею, сколько она может заморозить, и сможет ли она заморозить предметы, на что Сёя отвечает утвердительно. Тогда Нана спрашивает, сможет ли она даже заморозить ее, и бурлескно говорит ей, что она могла бы сделать это очень легко. После этого Нана понимает, что она явно лжет, поскольку она хорошо анализирует людей. Поэтому ты спрашиваешь ее, почему она не заморозила Муга в его поединке, и говорит ему, что если бы он сделал это в бою, ему было бы очень скучно. Вот так Нана заканчивает подтверждать то, что она лжет, и у нее нет силы заморозить кого-либо. Там нам говорят, что все предполагают, что Нанао болен, и что из-за этого она явно пропустила занятия. Нана считает, что она должна покончить со всеми, прежде чем они начнут подозревать. Тем временем Магабо сражается с другими парнями. После этого его таинственным образом избивает один из его товарищей по команде, которого зовут Джои, и, по-видимому, у него есть сила останавливать время. Сёя говорит Нане, что он, возможно, самый могущественный из всех, и, услышав это, Нана решает исследовать его дальше. Позже за обедом Нана приходит к Юэю и садится с ним пообедать. Во время разговора Нана пытается схватить несколько соленых огурцов и опрокидывает на него стакан с водой.
Сразу после этого стакан возвращается в нормальное состояние, и увидев это, Нана обнаруживает, что ее истинная сила не в том, чтобы останавливать время. Следовательно, реальность, вероятно, возвращается во времени к ней. Все изменить. Она рассказывает об этом Ювею и удивляется, что он узнал, поскольку он первый человек, который это знает. Что заставляет Нану очень беспокоиться, поскольку если она отправится в прошлое, она сможет увидеть преступление, которое она совершила. После этого из ниоткуда появляется Кея, который спрашивает Джо, может ли он использовать свои силы для расследования исчезновения Наноо, поскольку несколько часов назад он не появлялся нигде, и он пропал. После этого Нана говорит ему, что она имеет в виду под исчезновением, поскольку предполагается, что Наноо просто болен и уже. Кея отвечает, что она не связывалась со своей школой, чтобы сообщить, что он болен, и она также не пришла в его комнату. И он знает об этом, так как его комната находится рядом с комнатой Наноо, а Наноо никогда даже не слышал, чтобы он приходил в ее комнату. И Кея начинает расспрашивать Нану, говоря, что они были очень хорошими друзьями, и спрашивает его, где они были вчера и что они делали, так что и Кея начинает расспрашивать Нану, говоря, что они были очень хорошими друзьями, и спрашивает, где они были вчера и что они делали, так что Нана начинает придумывать историю о том, что после школы она пошла его поздравить и что все было очень нормально. Услышав это, Кея не верит ему, а Нана, поглаживая свои косички, думает, что вот-вот узнает ее. На этом Нана говорит ему, что на него, возможно, напали враги человечества, поскольку она слышала, что они маскируются под людей, так что среди них может быть один. Именно тогда он явно задает вопросы Кее, поскольку его отношение к ней очень подозрительное, и странно, что он сейчас так сильно беспокоится о Наноо. Поэтому Кея уходит и говорит, что он просто пытался пообщаться с ними. Нана объясняет Юйоде, что считает Кею врагом человечества. После этого они решают расследовать исчезновение своего партнера и сразу же идут в дом Наноо, чтобы Юэй мог использовать свои силы, чтобы посмотреть, что там произошло. После этого Юэй возвращается в прошлое, но ему ничего не удается увидеть, только Наноо не вернулся домой, но из-за поездки Юэй был довольно истощен. Он говорит Нане, что использовать свою силу очень утомительно, и он много тренировался, чтобы уметь использовать ее с пользой, что заставляет Нану задуматься. Осознайте, что ваша сила ограничена, иначе вы бы уже это обнаружили. В конце концов, Нана думает, что ей нужно найти действительно хороший способ убить его, иначе она не сможет вернуться во времени и покончить с ней. Именно тогда Нана спрашивает Юэя, как далеко он может вернуться, и он отвечает, что максимум на 1 день, но через 12 часов он так устает, что меня может стошнить. Впоследствии Юэй снова отправляется в прошлое и, вернувшись, спрашивает Нану, ходили ли они с Наноо на утес вместе, и она автоматически отвечает «да». После этого они решают отправиться на место, чтобы провести расследование, и по дороге Джо снова использует свою силу. Когда Нана возвращается, объясняет ему, что они с Наноо после спуска со скалы пошли на пляж, а затем расстались. Затем Джо замечает Наню, что если его увидит человек из прошлого, это вернет его в настоящее. И что, вероятно, из-за ее способности читать мысли, она сделала его таким, каким он есть. Что она видела его пару раз в прошлом. Нана волнуется, потому что это вопрос времени, когда ее обнаружат. После этого они достигают утеса, где Юэй снова отправляется в прошлое. Там он видит, как она и Наноо держатся за руки, но после этого я смотрю на Наноо, и он явно вернулся. Нана говорит нам, что помнит это, и как раз перед тем, как толкнуть его, Наноо позаботилась о том, чтобы он ушел. В этот момент Юэй просит у него прощения за то, что сомневался в ней, и замечает ему, что он слишком истощен, чтобы продолжать использовать свои силы. Поэтому ему лучше продолжить завтра. Позже мы видим, как появляется Наноо с лопатами, а затем направляется в комнату Юэй, и она очень напугана и просит его, пожалуйста, последовать за ней. И, услышав это, бежит за ней, пока они бегут, и Нана говорит ей, чтобы она сказала правду, а она этого не делала, так как Юэй была очень напугана. Я не знал, могу ли я ему доверять. По прибытии в часть леса, Нана рассказывает ему о том, что именно там враг человечества напал на Наноо и съел его. Но все это было ложью, поскольку Юэй путешествует в прошлое, и после того, как он слезно умолял его покинуть секту, после этого Нана раскрывает свой план, который состоял как раз из того места, где стояла Юэй, что было за 24 часа до замерзшего озера Сёя, но она покрыла лед грязью, и он этого не заметил. Именно тогда Юэй возвращается в прошлое к озеру, которое явно не было замерзшим, поэтому из-за этого он не умел плавать, устал от поездки и явно утонул. И вот его план удался, и Джо умер. Во время смены сцены мы видим, как Кей исследует скалу и, увидев что-то блестящее на заднем плане, решает прыгнуть. Позже все прибывают в академию, и из-за шторма мальчики полностью промокли.
Там все задаются вопросом, почему он еще не вернулся в Наноо, а также почему Юэй не пришел на занятия, что очень странно, поскольку он никогда не пропадает. Услышав это, Нана думает, что ей лучше поторопиться покончить с остальными учениками, так как если они обнаружат, что есть убийца, им будет труднее действовать. В этот момент Сюэ прижимает Нану к стене и просит ее продемонстрировать свои способности. После этого она говорит ему, что если он действительно любит свою девушку, то тот, кто сидит напротив них, не должен толкать ее к стене. После этого она удивляется, спрашивая себя, откуда она знала, что они были парнями, поэтому Нана говорит, что может читать их мысли. Внезапно появляется Кея и говорит, что возможно то, что сделала Нана, не было чтением мыслей, и она сделала вывод об этом только благодаря тому, что весь день явно шел дождь. И если бы она знала, что это было, она бы сказала «я не знаю». У нее мокрая только правая сторона плеча, в то время как у девушки левая, поэтому она могла сделать вывод, что они пришли под одним зонтом. Однако она шутит, что это всего лишь теория. Позже в перерыве Нана приглашает Кею пообедать с ней, но она явно отказывается от этого. Тем не менее, Нана решает последовать за ним, чтобы узнать о нем больше, и незаметно следуя за ним, достигает сарая, где обнаруживает, что Кея кормит котенка. Затем Нана снова идет поговорить с ним, так как она хочет быть его другом, поэтому он соглашается и приглашает ее на некоторое время в свою комнату. Тут мы понимаем, что Кея компьютерщик, и он приглашает Нану поиграть в видеоигры, доказывая, что он не такой озлобленный, каким кажется. Он дает нам понять, что легко зацикливается на вещах, поэтому он расследует исчезновение Наноо. После чего он сообщает нам, что у него есть младшая сестра, которая приехала на остров раньше него и, очевидно, тоже пропала без вести. И он там, чтобы найти ответы о своей сестре, и в этом он преподает Наймангу, которая оказывается ее любимой, на что она отвечает: «Я не знаю, как это сделать». Кея отвечает, что он тоже ее любимый. Когда Нана собирается сказать, что Киёва рассказывает ему, что она нашла часы Наноо, а затем просит его снова пойти с ним на утес. И он спрашивает Нану, что она делала вечером третьего дня в день исчезновения Наноо. На это она отвечает, что в тот день была с Наноо, и спрашивает, почему она спрашивает, что днем. После этого он рассказывает ей, что в свободное время он бродит по острову и что во время одной из своих прогулок он наткнулся на скалу и увидел, что страховочный трос порвался, и что он не может выбраться из воды. При поиске под ним она нашла часы Наноо, поэтому ей это кажется любопытным, так как это очень дорогие часы, но что ее действительно волнует, так это то, что на этих часах было 6 вечера, она отвечает, что ничего не знает, и они с Наноо расстались. Дороги рано утром, поэтому она и Наноо решили, что пора идти. Что Кея начинает выдвигать теории, например, что она покончила жизнь самоубийством, или что убийца оставил часы, чтобы все выглядело именно так. После этого Нана замечает, что, возможно, на него напали враги человечества, поэтому Кея говорит, что у них не было бы необходимости толкать его, так как они описали его как ужасных зверей, так что все, что они сделали бы, это убили бы его внезапно. Услышав это, Нана приходит в ужас, потому что Кея очень опасный и умный парень, и если он продолжит в том же духе, он явно ее обнаружит. Несмотря на это, Кея не доверяет Нане, потому что у него не было бы причин убивать Наноо, и предупреждает его, чтобы он был осторожен, потому что кажется, что есть какая-то опасность, которая может помешать Наноо убить его. Убийца на свободе. Затем, меняя сцену, мы видим, как представители элиты говорят Нане, что она должна быть осторожна, потому что некоторые талантливые ученики очень могущественны, поэтому для устранения некоторых ей пришлось использовать даже ядерное оружие, но самое эффективное – это отправить таких людей под прикрытием, как она. Вспомнив это, Нана спрашивает его, в чем будет слабость Кеи, потому что на данный момент все доказывают, что она у нее есть. На следующий день Нана и Кея приходят к профессору и спрашивают его, что происходит с исчезновениями, но профессор приходит в ужас, потому что он ничего об этом не знал, и Кея предупреждает его, чтобы он не беспокоился, о чем они должны сообщить родителям Наноо. Однако этот напоминает им, что они полностью изолированы от внешнего мира до окончания учебы. Тем временем они решают ничего не говорить другим, чтобы не вызвать хаоса, и размышляют о том, что они полностью не защищены в академии. Нана внезапно напоминает Кюё, что Нанао раньше кормила кошку, и что она надеется, что с этой кошкой все в порядке, поскольку она, вероятно, не ела с тех пор, как попала в академию. Он исчез. После этого она уходит, и Кея думает, что она очень поверхностная девушка, но это может быть только прикрытием. Позже мы видим, как Кея приходит кормить котенка, и там она задается вопросом, правда ли на самом деле все, что им рассказали об острове, и действительно ли это правда. Существуют враги человечества. Подойдя к сараю, мы видим, что спрятавшаяся Нана ждет его. Во время этого Кея собирается покормить кота, но его нигде нет, и он также замечает, что окно закрыто.
Когда он ранее оставил его открытым, он решает подогреть молоко и оставить котенка там. Автоматически, когда он включает плиту, это место взрывается. В этом мы понимаем, что все это было планом Наны, которая напомнила Кью о кошке, чтобы она принесла его в сарай, так как она обнаружила слабость котенка. Из-за того, что в его комнате были мусор и фрукты с истекшим сроком годности, он пришел к выводу, что у Кьюи не было запаха. Поэтому, когда он пришел в сарай, он не заметил, что газ был открыт. Затем Нана подходит, чтобы посмотреть, удалось ли ей убить его, но внезапно Кья выползает из огня, и он спрашивает Нану, что она здесь делает, что приводит Нану в ужас, поскольку она не знает, как ей удалось пережить этот взрыв. Там мы обнаружили, что сила Кьи в том, чтобы быть бессмертным. Он расспрашивает Нану, говоря ей, что она, должно быть, знала это с самого начала, поскольку она буквально может читать мысли. И что если бы даже и с ее силой она знала, что он в опасности. И ты подтверждаешь ему, что случилось, что его слабость в этом, и что у него нет обоняния. И после этого Нана остается только недоумевать. Потом она говорит ему, что надеется, что они все еще могут быть друзьями. А затем, меняя сцену, Ая комментирует другим своим товарищам, что они пытались убить его, и что всем им следует быть очень осторожными. Поскольку, вероятно, так же, как они пытались убить его, они также пытались убить Нанао и Юэ. Несмотря на это, его одноклассники ничего не верят Кее, поэтому им говорят, что они должны выбрать нового лидера для класса. Тем временем входит одна из его одноклассниц и сообщает, что Мичиру, одна из девочек в классе, получает любовное письмо. После этого они продолжают беспокоить их из-за того, что произошло, и в этот момент Мичиру замечает, что у Наны рана на бедре. После этого она спрашивает Нану, что с ней случилось, и она рассказывает ему, что вчера случайно споткнулась. И тогда Мичиро начинает лизать ее бедро, из-за чего Нана теряет сознание. Нана очень удивится, но там нам объясняют, что сила Мичиро заключается в том, чтобы залечивать раны слюной. Плохо то, что использование ее силы сокращает продолжительность ее жизни. Позже Нана решает, что она станет его следующей жертвой. И там мы также замечаем, что Кея внимательно следит за Наной. Затем Нана идет встретить Мичиро в саду, и она рассказывает ему о письме, что это просто шутка девушек. Из-за этого Мичиро становится очень грустно, и Нана приглашает ее пойти с ней пообедать. И мы видим, как Кея продолжает следить за тем, что делает Нана. Потом мы видим, как девушки обедают в кафе и прекрасно проводят время вместе. Но это был план Наны, чтобы выяснить, насколько сильно Мичиро может исцелить своими способностями, чтобы мы знали, как убить ее, не причинив ей вреда. Она способна исцелять кожу, мышцы и даже органы, и она также может исцелить себя, так что если она хочет покончить с собой, она не сможет этого сделать. Ей придется ударить ее ножом в спину, чтобы она не смогла облизнуться и зажить. Затем, когда Нана выходит из своей комнаты, она встречает Кею, который говорит ей, что следил за ней, чтобы защитить ее от возможного нападения врага. Все это просто предлог, чтобы следить за ней, и Нана говорит, что она ложится спать и включит какую-нибудь музыку, чтобы она могла уснуть. Услышав это, Кея подозревает, что это может быть ложью, поэтому она идет на расследование и обнаруживает, что Нана сбежала через окно. После этого он видит, как она бежит в другие спальни, и видит, как Кея решает последовать за ней. В этот момент Нана прибывает в комнату Мичиру, стучит в дверь и кричит ей, чтобы она была осторожна с врагом, стоящим за ней, и Нана автоматически готовится нанести ей удар. В этот момент Кея слышит крики Мичиру и, войдя в ее комнату, находит Нану с ножевым ранением в спину. Увидев это, Мичиру говорит Кея о том, что враг человечества напал на Нану, и она объясняет ему, что она слышала своей силой, что враг человечества напал на Нану. Она планировала убить Мичиру, из-за этого она бросилась спасать ее и была автоматически ранена ножом в спину. Но это было ложью только для того, чтобы заставить Кею перестать подозревать ее, поскольку она знала, что Мичиру может залечить ее рану. Поэтому она нанесла удар сама, чтобы выглядеть так, как будто она была еще одной жертвой. А на следующий день Киёя начинает расспрашивать Нану, так как она, должно быть, попросила его помочь спасти Мичиру. Потому что он непобедим и таким образом подвергнется меньшей опасности. Нана извиняется, говоря, что она была напугана и что она действовала только по наитию, но Киёя ничему из этого не верит и думает, что все это выглядит очень подозрительно. Потому что ничто в этой истории на самом деле не соответствует действительности. В этот момент все твои сверстники пребывают обеспокоенные нападением, которое получила Нана. Она начинает плакать, комментируя, что несмотря на свою силу, в свое время не смогла услышать крики Нанао о помощи. В этот момент Мичиру предлагает сделать Нану новым лидером, поскольку она явно спасла ее, и все принимают предложение девушки. Тут мы понимаем, что это тоже был макиавеллистский план Наны.
Позже он дает Мичиру блокнот и просит его расспросить других об их способностях и записать их в блокнот. Это снова стратегия Наны, чтобы знать, как победить их всех. Но внезапно кажется, что Ая говорит Нанё, что сожалеет о том, что сомневалась в ней, и говорит ей, что рада, что с ней все в порядке. После чего она замечает ему, что предмет, которым ее ударили, должно быть был очень острым, что-то вроде отвертки, кола или что-то в этом роде. Она отвечает ему, что по ее мнению это было больше похоже на когти или какое-то копье. И Кея замечает ей, что она должна быть более бдительной и автоматически поворачивается, чтобы ударить его. Марш. Потом мы видим, как Нанар собирает какие-то вещи, и она думает, что ей следует сменить свой метод убийства на что-то менее эффектное, так как в противном случае Нанар не сможет ее убить. Они могут буквально обнаружить ее очень скоро. В этом мы видим, как Кея играет в видеоигры, думая, что, возможно, Нана притворилась, что ее ударили ножом, чтобы выглядеть героиней и сделать ее лидером. Но поскольку у нее нет доказательств, никто не поверит ей, если она попытается разоблачить ее. После этого мы видим, как Нана наполняет несколько игл ядом и с их помощью пытается убить остальных, которые явно будут более сдержанными. Затем, когда Нана направляется в спальню, ее останавливает мальчик по имени Ценни Кичи. Там она рассказывает ему, что Мишира спросил ее, не хочет ли она что-нибудь съесть. Благодаря своей силе, и это показывает ему, что он может видеть будущее, и поэтому он достает из кармана фотографию, на которой Нана душит его веревкой. И он требует, чтобы она объяснила ему, что это такое, поэтому Нана удивлена и говорит ему, что понятия не имеет, что это значит. После этого он ведет ее в кафетерий и там начинает рассказывать Нанё, что в старших классах он был ботаником, и однажды ему было видение, что он сдаст экзамен. Поэтому он много учился, чтобы изменить судьбу, но в день экзамена заболел и он не мог пойти. После этого объясни, что бы ты ни делал, чтобы изменить будущее, ты буквально не сможешь его изменить. Сделай снимок, на котором Нана роняет лапшу ему на голову, и из-за этого Нана не верит, что это так, и пытается изменить судьбу, отменив заказ на лапшу. Но официантка ускользает, бросив в нее лапшой, как и предсказывал Тецу Никичи. Вчера она сказала ему, что все, что показывают фотографии, произойдет, и из-за этого это так, потому что она хочет его убить. Вытаскивая фотографию, на которой она его душит, она говорит ему, что это должно быть ошибка, поскольку она никогда бы не сделала ничего подобного. Но он достает фотографию, где он видит, как Нана толкает Нанао, и тот говорит ему, что если бы она не сделала что-то подобное, потому что она убила Нанао. И увидев это, Нана автоматически впадает в шок. Затем Тецунекичи объясняет Нанё, что у него были эти видения в тот день, когда она прибыла на остров, и она говорит, что ничего об этом не знает, и что она тоже не смогла бы сделать что-то подобное. Поэтому Тецунекичи говорит Нанё, что у него были эти видения в тот день, когда она прибыла на остров, и она говорит, что ничего об этом не знает, и что она тоже не смогла бы сделать что-то подобное, она готова на все, чтобы очистить свое имя. И вот как он использует эти фотографии, чтобы вымогать деньги у Наны и заставить ее автоматически стать его девушкой, как это сделал бы любой фанат T-Match с женщиной. Позже Нана обнаруживает, что делает Тецунекичи массаж, и тот говорит ей, что она больше не может помешать ему убить его, и использует его последние мгновения, прежде чем это произойдет. Но Нана задается вопросом, что она может сделать, чтобы покончить с ним, поскольку все, что она пытается сделать, она видит в будущем, и в этом Нана намеревается уйти. Поэтому Тецунекичи заставляет ее остаться, и когда он засыпает, мы видим, что его сила работает со снами. Потому что, когда вы спите, держа камеру в руках, она дает вам четкие снимки того, что произойдет в будущем. Поэтому он не контролирует то, что видит, и показывает только фотографии некоторых моментов. В этот момент камера дает ему снимок, который вызывает у Наны шок, и она решает скрыть фотографию. Потом мы видим, как Нана берет камеру и явно идет в сарай, где она должна убить Тецунекичи, и она задается вопросом, изменит ли уничтожение камеры будущее, но это было бы бесполезно, так как не камера дает ему власть, а мальчик. Позже утром Тецунекичи просыпается, и он заставляет Нану убирать его комнату. В этот момент он обнаруживает, что Нана сделала одну из его фотографий, так как во сне всегда получается 5, а на этот раз получилось только 5. Осмотрев юбку Наны, он находит фотографию, которая выглядит так, как будто ее связали и убили. Нана говорит ему, что она не может быть убийцей, потому что она тоже умрет. Из-за этого Нана оказывается напуганной и упоминает ему, что не хочет умирать. А Тецунекичи замечает ему, что чтобы доверять ей, он явно будет ждать ее в сарае вечером. И если после 10 часов ничего не произойдет, он будет полностью доверять ей. Когда Тецунекичи заходит принять душ, Нана переводит свои часы на 10 минут назад. Позже той же ночью в сарае Нана ожидает прибытия мальчика,
и там у Наны выпадают отравленные иглы, когда внезапно появляется Тёцуне Кичи, и она решает атаковать с помощью веревки. Чтобы она это сделала, это застает врасплох, так как раньше времени, но Тецуне Кичи уже раскрыл план Наны и перезапустил ее часы. Затем он бьет Нану, бросая ее на землю, и когда она собирается дотронуться до Наны, ей удается достать свои иглы и отравить его. Тогда он задается вопросом, как это возможно, что она это сделала, и она рассказывает ему, что уколола его своими иглами. Это говорит, что это невозможно, и что на фотографии показано, где она умирает, и что судьбу нельзя изменить. Там мы узнаем, что прошлой ночью Нана сделала снимок, с помощью которого ей удалось обмануть его и заманить в свою ловушку. Вместо этого она показывает ему настоящую фотографию, и как только Тецуне Кичи умирает, настоящее предчувствие приходит, когда Кея и Мичиру входят в сарай. Войдя и увидев это, Кея замечает Нанё, что они слышали, как Тецуне Кичи делал странные замечания по ее поводу, и Мичиру искал его, и ясно, что она не появлялась. Поэтому они обыскали комнату Тецуне Кичи и нашли фотографию, на которой она привязана, поэтому они автоматически решили искать ее. После этого Нана говорит ему, что он шантажировал ее из-за нескольких компрометирующих фотографий, которые у нее были, чтобы Кея не просматривал другие фотографии. Этим Нана убеждает их, что он привел ее туда. И на них напал враг человечества, и Кея не очень в это верит. После этого Нана покидает это место и решает, что ее первоочередной задачей сейчас является вернуть остальные фотографии. Позже она идет в комнату Цуне Кичи за остальными фотографиями и говорит нам, что ей повезло, что Кея не нашла остальные фотографии, так как они явно выдали бы ее. Но вдруг за ней появляется Кея, которая спрашивает его, что она здесь делает. Она объясняет ему, что пришла только за своими вещами, так как вчера провела там ночь. Кея говорит нам, что есть что-то, чего она не понимает в смерти Тецуне Кичи, а этот говорил, что его предсказания всегда были точными и что их нельзя изменить. Если это так, потому что она не мертва, как кажется на фотографии. Нана говорит ему, что, возможно, в конце концов судьбу можно изменить. Он отвечает, что фотография также, вероятно, подделка, так как это очень недостоверно, потому что на фотографии Нана дважды намотала веревку. И тому, кто повесится, будет трудно, другая бы так ее закатала, у нее не было бы на это времени. Поэтому Кея подозревает, что Нана сделала снимок сама, потому что ей не нужно это доказывать, так что это явно всего лишь теория. В этом случае Нана спрашивает его, где Мичиру, и он отвечает, что она все еще с телом. После этого он уже уходит, чтобы найти ее, и Нана понимает, что ей нужна фотография, следовательно, она может быть буквально в теле Тецуне Кичи. Поэтому она идет в сарай, чтобы ищи ее. Тем временем Мичиро продолжает пытаться оживить Тецуне Кичи, но это безуспешно, поэтому осмотрите тело мальчика и найдите фотографию, на которой Нана толкает Нанао. Появляется Нана и спрашивает, что она нашла. За этим следует, что Нана думает, что если она попытается спрятать фотографию, он убьет ее прямо там. Но подсознательно Мичиру говорит ей это только в том случае, если она знает, что означает фотография, и рассказывает ей, что нашла ее в одежде Цунекичи. Услышав это, Нана убеждает Мичиро, что на самом деле сила Тёцуне Кичи заключалась не в том, чтобы видеть будущее, а в том, что она могла видеть свои мечты через фотографии. Поэтому он создал эту фотографию, так как ревновал, потому что она и Нанао были очень близки. Услышав это, Мичиру верит в это, и Нанао просит его сохранить фотографию в секрете. Затем он спрашивает ее, что очевидно он пытался сделать с телом Тёцуне Кичи, и она отвечает ему, что пыталась вернуть его к жизни, но безуспешно. И на смене сцены мы видим, как они устраивают похороны Тёцуне Кичи. В этом Нана просит Мичиру не использовать так много своих способностей, потому что, если при попытке оживить кого-то она умрет, это будет очень грустно из-за того, что Мичиру принимает. Нана говорит это, и ясно, что если ей удастся оживить того, кого она убила, ее обнаружат. В этот момент входит Киои и объясняет всем, что он не верит, что Тецуне Кичи умер от врага человечества, поэтому он требует, чтобы ему сделали вскрытие. И Нана останавливает его и явно выводит на улицу. Уже там он объясняет Нанё, что то, как Цунекиси умер, очень странно и что маловероятно, что его убил враг человечества. Однако Нана убеждает его, что она своими силами передала его врагу и поэтому считает, что на острове есть серийный убийца, который также пытался убить его. Тогда Кея не понимает, почему они сначала попытались убить его, поскольку Тецуне Кичи был бы более опасным врагом, если бы мог видеть будущее. Затем Кея говорит, что точно так же он проводит вскрытие трупа.
Когда он собирается это сделать, Цунекичи встает из гроба и кажется живым, но это то, что делает один из учеников по имени Синдзи, который обладает силой некромантии, то есть что он может управлять мертвыми. Там он говорит нам, что с его силой он может обнаружить, что именно он убил Тецу Никичи, поскольку он может видеть все его воспоминания. Нана, услышав это, говорит, что он смог услышать своей силой душу Тецу Никичи, и она страдает. Она делает это, потому что они явно вот-вот ее обнаружат. После этого все настроены против Синдзи и просят его прекратить это делать, поэтому он кладет труп обратно в гроб. И здесь мы видим, что и те, кто в этом аниме, довольно глупы. И увидев это, его подруга по имени Юка защищает его, говоря, что он хороший парень и что он просто пытался помочь. На следующий день, когда они на уроках, Нана спрашивает Юку о Синдзи. Она отвечает ему, что он часто пропускает занятия и кроме того у него не так много детей. Друзья, это потому, что вы боитесь его за его силу некроманта. Нана отвечает ему, что она тоже испугалась, когда заполучила труп Тецунекичи. Она говорит ему, что ему просто нравится устраивать шоу, но он не опасный мальчик. Позже Нана в лесу шпионит за Сэнджи и Юкой, которые, кажется, на свидании. В этот момент приходит Кея и спрашивает, что она там делала, и она отвечает ему, что слышала их голоса, проходя мимо, и что она явно решила провести расследование. Внезапно Сэнджи замечает, что за ними шпионят, и парни выходят, и Кея говорит ему, что им не следует целоваться там днем. Сэнджи отвечает ему, что они старые друзья. И после этого Юка уходит, комментируя ему, что 5 лет назад она спасла Синдзи из пожара, и тогда он обнаружил, что его сила была сверхсилой, и что с того дня они стали парой. И хотя он очень застенчивый и пугливый, она хочет, чтобы все знали, что он очень хороший человек. На следующий день Нана кажется очень больна, и Мичиро отвез ее в лазарет. Но все это план, чтобы она могла сбежать через окно и незамеченной добраться до комнаты Синдзи. И таким образом она доберется туда, где он находится, и пока он спит, ведет яд. Затем беги обратно в лазарет, так как вполне вероятно, что Кея ищет ее. Прота слышит, как котенок застрял в канализации. Тем временем Кея, Мичиру и Юка решают навестить Нану, и когда они прибывают, Нана явно находится вне лазарета. После этого она ведет его туда, где находится пойманный котенок, и рассказывает ему о том, что услышала кота своими силами и решила пойти его искать. Затем она просит Юку помочь кошке своей силой, и та сообщает им, что не может использовать ее, так как у нее аллергия, на им этого не позволяют. И поэтому с небольшим количеством еды им удается спасти кошку. Во время смены сцены мы видим, как Нана со своим ядом собирается убить Юку, но внезапно Синдзи сильно бьет ее по голове. Он наконец понимает, что Юка солгала о своей силе, на самом деле суперсилой всегда был Синдзи, и что на самом деле суперспособностью всегда был Синдзи. Некромантом была Юка, и она управляет трупом Синдзи. Юка не стала рассказывать, что в тот день, когда она рассказала им, что спасла Синдзи, у нее была встреча в торговом центре, и что на самом деле во время пожара Синдзи задохнулся, спасая других людей. После этого она не смогла смириться со своей потерей и, почувствовав, что не может жить без него, начала контролировать его своей силой. Она также обнаруживает это через воспоминания о том, что она пыталась убить Синдзи и в то же время была той, кто убивал всех учеников. И этим Юка угрожает Нанё рассказать всем, что она убийца, которого все ищут. Нана соглашается с ним, что она убийца, но по крайней мере она позволит тем, кого она убивает, покоиться с миром. Сказав это, Нана угрожает Юке, что она расскажет всем остальным, что она явно делает с Синдзи, и все ей поверят, потому что она лидер. После чего он предлагает ей, что она сохранит его секрет и скажет ему своими силами, чего она хочет больше всего, а именно узнать, что о ней думает душа Синдзи. Юка, которая глубоко влюблена в Синдзи, соглашается и отпускает ее. Это было то, чего Нана хотела достичь, когда Нана освобождается. Она явно убегает с места происшествия. После этого Юка преследует ее с Синдзи, пока Нана убегает, она думает о том, как она может ее устранить, поскольку Синдзи является ее самым большим препятствием. Нана начинает делать вывод, что как она может противостоять ей, и тут она вспоминает, что у Юки под кроватью есть ожерелье Тацунекичи. И думает, что для Юки, что она может контролировать Тацунекичи, она должна быть в безопасности. Мертвые должны использовать что-то вроде какого-то предмета, которым человек пользовался, когда был жив.
Позже Нана находит Юку и спрашивает ее о колье, которое у нее есть, и это подтверждает теорию, которая явно была у Наны. Затем Нана неожиданно пытается снять с нее ожерелье, но ей это не удается, и она снова убегает. И она решает, что должна придумать план, как снять с него ожерелье, поскольку без Юки она не сможет контролировать Синдзи. В этот момент она слышит шум и думает, что это не может быть Юка, так как ей было бы очень трудно из-за того, что очень темно и он явно не мог ее видеть. Тут из ниоткуда появляются зомби, которые пытаются поймать Нану. Это продукты Юки, которые явно комментируют Нана, что, по-видимому, на острове захоронено много трупов. Некоторые из них принадлежат профессорам, а некоторые ученикам, обладающим способностями, и с помощью одного, у которого было ночное зрение, он смог ее найти. Она думает, что это должно быть результат других убийств элиты, потому что раньше она посылала больше таких убийц, как она. После этого Нане удается сбежать от зомби и добраться до заброшенной хижины. Она пытается спрятаться там, но дверь хижины можно закрыть только снаружи. Увидев это, Нана приходит в голову идея и начинает взламывать дверь, но ее автоматически находит Юка. Она решает спрятаться в хижине, у Юки уже были зомби внутри хижины, и они нападают на Нану. Внезапно наступает день, и зомби падают. Это потому, что сила Юки действует только ночью, поэтому Юка решает запереть Нану в хижине и таким образом вернуться ночью, чтобы прикончить ее. Позже в школе Кея спрашивает его об отсутствии Наны. Нана отвечает, что они разговаривали допоздна, но оттуда он больше ничего о ней не знает. Тем временем Нане удается сбежать из хижины, поскольку на самом деле она взломала дверь, чтобы обмануть Юку. И когда Юка приходит ночью за ней, ее уже нет. Она быстро приказывает зомби искать ее. Они проводят в поисках ее всю ночь, но безуспешно. Вот и наступил день, Юка решает вернуться домой, когда она вот-вот прибудет, на нее нападает Нана, и не имея возможности использовать Синдзи для защиты, она сбивает ее с ног. Очень легко. В тот момент, когда Нана берет листок бумаги, который был в заднем кармане брюк Юки, она показывает ему, что обнаружила настоящий предмет, с помощью которого она контролирует Синдзи, которым была эта бумага, поскольку когда она ранее напала на нее, вместо того, чтобы защищать ошейник, она протянула руку, чтобы защитить его задний карман, таким образом он обнаружил, что настоящий предмет находится у него в кармане. Она просит тебя следовать за ней, и если ты не будешь ее слушаться, она уничтожит бумагу. Услышав это, Юка следует за ней, и Нана ведет его к обрыву, и Юка спрашивает его, как он сбежал из хижины. Она объясняет ему, что откручивать винты замка двери было проще всего, и она явно заклеила его скотчем, и поэтому, когда она ушла, он легко вышел из хижины. После этого он спрятался в лесу и надеется, что это произойдет днем, но не раньше, чем снова закроет дверь, и что все, что он сделал, было планом, чтобы он мог хорошо понять, как действуют его силы, и таким образом ему удастся отобрать у него предмет, с помощью которого он контролирует Синдзи. В этом случае Нана угрожает выбросить листок бумаги, которым управляет Синдзи, в утес. Юка в отчаянии умоляет ее не делать этого, так как без него она потеряет Синдзи навсегда, и умоляет ее никому не говорить, что она убийца. Она также четко сделает то, что должна, она просит вас. И Нана использует это и просит его вернуть ей иглы, но Нана все равно бросает листок бумаги в утес. Юка начинает плакать, и она говорит ему, что она просто хотела защитить Синдзи, и Нана начинает спрашивать его о ее отношениях с этим. Выслушав ее, Нана указывает на многие вещи в своей истории, которые являются ложными, побуждая ее раскрыть то, что на самом деле произошло в день смерти Синдзи. Юка убила Синдзи из-за того, что она ревновала, потому что это был парень другой девушки, и что на самом деле Синдзи всегда ненавидел ее, но она не знала, что на самом деле произошло. Она была очень влюблена в него и решила навсегда остаться с мертвым. Услышав это, Нана автоматически убивает Юку своими иглами, а после того, как убила ее, Нана бросает тело Юки в утес. И возвращаясь домой, она замечает, что трупы, которые Юка контролировала по всему острову, разбросаны, и подумайте, как она может что-то сделать, чтобы избавиться от них. Он также задается вопросом, как это может быть, чтобы они не заподозрили ее, поскольку всякий раз, когда она с кем-то, этот кто-то исчезает. А еще он вчера пропустил занятия и, вероятно, вызвал у Кёи подозрения. В этом он натыкается на одну из одноклассниц по имени Хабу, которая держит змею. И она объясняет ему, что ее сила заключается в том, чтобы превращать свои телесные жидкости в яд с помощью этих животных.
После этого Нана спрашивает его, где ее подруга Каори, так как странно не видеть их вместе. Абу рассказывает Нане, что он сильно поссорился с ней по телефону из-за того, что она непреднамеренно сняла его контактные линзы. После этого Нана обманывает Убу, что Каори стоит за ней, и когда девушка поворачивается, Нана укалывает ее одной из своих отравленных игл, и после этого он говорит Убу, что если он даст ему пароль от своего телефона, это даст ему противоядие от яда, но это была ложь, и поэтому Нана-убийца произошла автоматически. Позже он пробирается в комнату Каори и оставляет ей футляр с контактными линзами, а она закрывает одно из окон, так как ветер может их выбросить. Потом, когда Нана прибывает в академию, Кея допрашивает ее, потому что вчера она явно не пришла на занятия. Она также рассказывает ей о том, что я ищу Юку и Синдзи в их комнатах, и говорит ей, что они мертвы и что это ее вина. В этот момент она просит Сэю, Мичиру и Муга немного побыть с ней, а затем отвести их всех к обрыву и попросить, чтобы она выслушала их. Оказавшись там, он начинает придумывать историю, которая объясняет им, что Юка на самом деле была некроманткой и как она буквально убила Синдзи. Она также рассказывает ему, что, обнаружив ее, она пыталась убить ее, но после разговора с ней и рассказа ей того, что она слышала, что Синдзи говорил благодаря ее силе, она покончила жизнь самоубийством, чтобы оказаться на небесах со своим возлюбленным. И убедив его в этом, он просит Муга оказать услугу сжечь тело Синдзи, а также другие трупы, которые были на острове, среди которых было тело Убу. И таким образом ему удается уничтожить все их следы и вызвать подозрения. Позже все возвращаются в дом из комнат, и Нана рассказывает мальчикам, что Юка находилась под ментальным контролем врагов человечества, о которых она слышала в лесу. Айки начинает сомневаться в Нанё и говорит остальным, что это очень странно, что она всегда пропадает без вести, когда кого-то убивают. И также подозрительно, что она уже была на месте, когда они пытались убить его и Мичиро. В этот момент из комнаты Каори раздается громкий крик, и все выбегают посмотреть, что происходит. По прибытии они находят Каори мертвой, и Кея начинает осматривать тело, чтобы выяснить, как она умерла. Придя к выводу, что она могла быть убита тем же способом, что и Тецунекичи, тело девушки разрывало ей глаз, как будто она пыталась его вырвать. Затем Кея вспоминает, что Каори носила контактные линзы и решает выпить немного воды из линз, и после этого Кея начинает плакать. Корчитесь от боли и обнаруживаете, что линзы были отравлены. Нана открывает окно, чтобы впустить воздух, потому что Кея задыхался, но на него яд не действует из-за его бессмертия, но если ему удастся достаточно помучить его. Они приходят к выводу, что это было убийство и что человек, который это сделал, немного знал о Каори. Тогда Кея снова начинает сомневаться в Нанё, говоря, что Нана много знала о девушке и также пропустила занятия в то утро, она вполне могла войти в комнату и отравить контактные линзы. Мичиру отвечает ему, что у Наны не было бы никаких причин убивать ее, а тот отвечает ему, говоря, что она просто шутит, но на самом деле Кея полностью не доверяет Нанё. Позже, когда они возвращаются в свои спальни, Кея замечает, что она слышала, что у Каори были проблемы с ее лучшей подругой. Там Мичиру напоминает ей, что у нее есть сила вырабатывать яд из своей слюны, и что она говорит, что сегодня она тоже пропустила занятия. Так что на данный момент она главная подозреваемая в убийстве Каори. Потом они идут за водой в ее комнату, но ее там нет. Нана говорит им, что, возможно, Хау была одержима врагом человечества, и что, возможно, он контролирует ее так же, как они это делали с Юкой, которая сегодня больше не верит, что это так, и что, возможно, она находится под его контролем. Нана продолжает рассказывать, что когда они возвращались со скалы, она услышала в лесу тот же внутренний голос, которым управляла Юка, на что Кея отвечает, что странно, что она не услышала голос, когда они нашли тело Каори. Так что на самом деле, скорее всего, то, что убило девушку, было человеком, а не врагом человечества. После этого они снова исследуют комнату Каори, Кея продолжает немного сомневаться в Нанё, искренне веря, что она убийца. Из-за этого он спрашивает Нану, была ли она раньше в комнате Каори, так как когда он задыхался, он мог легко открыть дверь, и она открыла ее. Окно, которое открывается довольно странным образом, на что Нана отвечает, что да. И однажды она была там, когда пришла навестить Каори из-за издевательств, которые она устраивала над Мичиру. Кея отвечает, что, вероятно, благодаря этому она знала, что Каори нужны ее контактные линзы и использовала их, чтобы отравить и убить ее.
Услышав это, Мичиру вскакивает, чтобы защитить Нану, комментируя, что она думает, что Хабу настоящий убийца. Это потому, что она нашла телефон Каори и, используя отпечаток пальца трупа, смогла его разблокировать. Сделав это, она смогла увидеть разговор Хао и Каори, в котором в последнем сообщении Хао сказал ей, что оставит очки в своей комнате. Вот почему невозможно, чтобы Нана была убийцей, поскольку сообщение было отправлено примерно в 3 часа дня назад, в то время, когда Нана была с ними в лесу. На этом все заканчивается, и Кея убеждается, что Нана убила ее, и ждет, когда прибудут некоторые из ее одноклассников, чтобы объяснить, каково это было, когда Нана убила Каори, рассказав обо всем, что Нана сделала до совершенства. Нана пытается отрицать это, но у Кеи есть объяснение для каждого из ее отрицаний, в результате чего все ее сверстники верят Кее. И последний момент, чтобы доказать, что все, что она говорит, правда, заключается в том, что у Наны в кармане есть телефон Каори, с которым она отправила сообщение. Нана защищается, говоря, что если бы она была убийцей, она все равно не смогла бы отправить сообщение, потому что не знала бы причину. Пароль от телефона Хабу. Кюя отвечает, что она могла легко использовать свою силу, чтобы читать его мысли и знать, каков его пароль. И если это так, то у нее все еще должен быть телефон, так как она не сводила с него глаз и, возможно, избавилась от него. Тем не менее, Кия проверяет карманы Наны, но к ее удивлению и всеобщему удивлению у нее не было телефона Хабу. Нана, которая уже думала о том, что может произойти что-то подобное, решила оставить телефон рядом с зомби, таким образом, чтобы когда зомби был убит, у нее не было телефона Хабу. Если он разложится на солнце, его палец отправит сообщение Каори. Кроме того, Муга жег все тела, а также мобильный телефон. Таким образом, Наню удается освободиться от обвинений Кюи. После этого он приносит свои извинения за то, что обвинил ее в том, что она убийца. И в этот момент Нана говорит ему, что слышит голос Хабу, который говорит ей, что ею управляет враг человечества. Она также хочет, чтобы все работали вместе и перестали подозревать самих себя. И с помощью этой лжи все снова встали на ее сторону и решили, что они четко сообщат всем, что произошло. Во время смены сцены мы видим, как Нана выходит из дома, и она думает, что убить остальных теперь будет очень легко, потому что все будут более бдительными и внимательными. В этот момент приходит Мичиру и спрашивает, что она там делает. Она говорит ему, что стоит на страже, и Мичиру говорит ей немного поспать, что она пока будет присматривать. Поэтому Нана засыпает прямо там. Но внезапно ее будет Мичиру, которая спрашивает, действительно ли она может читать мысли. Она все еще полусонная, отвечает, что да. Мичиру отвечает, что если да, то почему она не могла этого предсказать. А когда Нана открывает глаза, она угрожает ножом ей в шею. После этого Мичиру продолжает запугивать Нану, заставляя ее рассказать ему об истинной силе, которой она обладает. Нана стойко защищает себя, говоря, что она может читать мысли. Внезапно Нана быстрым движением бьет девушку по руке, заставляя ее выронить пистолет. В этот момент Мичиру понимает две вещи. Во-первых, у Наны есть боевая подготовка, а во-вторых, ее способность на самом деле не в том, чтобы читать мысли. Затем Нана угрожает ей позвать на помощь, и Мичиру говорит ей, что если она это сделает, они с большей вероятностью поверят, что именно на нее напали. Поскольку Нана была подозреваемой в убийствах, вместо этого она всегда была нежной и невинной. Внезапно приходят девушки, чтобы проверить, все ли в порядке, и Мичиро отвечает, что если он уйдет. На следующий день уже в классе Мичиро приходит к Нанё и говорит перед всем классом, что у него есть для нее подарок. Но чтобы вручить его ей, он должен с помощью своих способностей угадать, что внутри. Нана извиняется, говоря, что она все еще очень устала и не может использовать свои силы. Именно тогда она говорит ему, что ничего страшного, ей дадут обед. И если она продолжит уставать, она все равно сделает это, когда выйдет из класса. И так до тех пор, пока я не догадаюсь, что находится внутри коробки. Потом уже за обедом Мичиро снова говорит Нанё, чтобы она угадала, услышав голос в своей голове, что находится внутри коробки на глазах у всех ожидающих товарищей. На что она отвечает, говоря, что ее трудно услышать, так как вокруг много людей и все голоса в ее голове путаются. Она все еще пытается угадать это и терпит неудачу, и Нана говорит ему, что единственное, что она могла слышать в своей голове, это «я люблю Нану». После этого другие мальчики говорят ему, что она принесла бумагу с тем же текстом на спине, и вполне вероятно, что голос, который она слышала, был «я люблю Нану». Нана принадлежала кому-то из них, поскольку они не переставали думать об этой роли, в результате чего все снова поверили, что она может читать мысли. И на самом деле это была та самая Нана, которая приклеила бумагу к спине Мичиру.
Позже Нана и Мичиру идут на скалу, и там Нана спрашивает девушку, где настоящая Мичиру, поскольку он узнал, что она не настоящая, так как у нее рана на руке с повязкой. Настоящая Мичиру исцелила себя своей силой, плюс она называет Мичиру по-другому, так что она должна быть кем-то, у кого есть сила превратиться в кого-то другого. После этого он предстает перед Наной как мальчик по имени Джин, бывший студент академии, который подтверждает ему, что у него есть сила трансформироваться. Затем этот парень говорит ему, что его имени больше нет в записях академии и что он сделал все это так, как хочет сделать карьеру. Я имею с ней дело. Сразу после этого он просит ее пойти с ним в его логово. Уже по дороге Нана спрашивает его о Мичиру. Тот объясняет, что с ней все в порядке, просто он явно уступил ее, чтобы он мог выдать себя за нее. Он также замечает, что ему интересно, что несмотря на то, что она серийный убийца, она хочет защитить Мичиру. Позже они прибывают в пещеру, где Джин явно прячется, и мальчик любезно предлагает ей немного кофе, а затем говорит ей, что знает все о ее убийствах. И что несмотря на то, что она была серийным убийцей, она все еще хочет защитить Мичиру. Поскольку он также может превращаться в животных, и он уже давно наблюдает, он превратился в кота, который присматривал за Кёей. На что Нана отвечает, что если он расскажет ей, что я хожу на его курсы для сокурсников, она согласится помочь ему во всем, в чем он нуждается. Позже Джин начинает рассказывать ему о том, что произошло около 5 лет назад, и поскольку, как и сейчас, начали появляться мертвые сокурсники. Это привело к тому, что Джин наконец начала рассказывать ему о том, что произошло. Это вызвало недоверие среди жителей острова, что привело к гражданской войне, в которой студенты были разделены на фракции, сражающиеся друг с другом. Из-за того, что обе стороны считали, что другие находятся под контролем врагов человечества, и из-за этого преподаватели и студенты были разделены на фракции, борющиеся друг с другом. Правительство оставило их на острове. Война дошла до того, что все погибли, и единственным выжившим был он. Позже он объясняет ей, что зомби, которых Юка использовала, чтобы напасть на нее, были его товарищами. После того, как все умерли, он превратился в голубя, чтобы сбежать с острова и навестить свою бабушку, но, вернувшись домой, пришел в ужас. Потому что ему сказали, что он умер, сражаясь с врагами человечества, и после того, как его преследовала элита, он вернулся на остров и с тех пор скрывается. Затем он предлагает Нане сделку, и он позволит ей продолжать убивать людей в обмен на то, что она расскажет ему, почему он это делает и на кого он работает. Но внезапно Джин Кая упал на колени, задыхаясь, и это благодаря тому, что Нана отравила его кофе, когда он отвлекся. Нана решает сообщить об этом случае Джину своему начальству, но, похоже, Кея стоял сзади, отнимая у него телефон. И также появляется Мичиру и говорит ему о том, что он недооценил масштабы своих действий. Силы. Вот тут появляется Сёэ, у которой замерзла нога. И все это на самом деле инь. Этот говорит ему, что помимо того, что он превращается в других людей, он также может копировать свои способности, что очевидно позволяет ему использовать любую существующую силу, и это делает его самым могущественным существом из существующих. А затем Джин спрашивает Нану, кому она пыталась позвонить по телефону, та отвечает, что если это правда, что она может использовать силы других, пусть она превратится в нее и прочитает ее мысли. Джилл отвечает ему, что сначала необходимо обучить силам тех, кого она трансформирует, чтобы она могла полностью их использовать. Затем она автоматически продолжает проверять телефон, но в этот момент Нана успевает освободить ногу ото льда и убегает. После этого Джин преследует ее и, превратившись в Муга, атакует ее мощным огненным шаром, в результате чего девушка серьезно ранена. Джин подходит и комментирует ему, что раньше у него была партнерша, которая всегда говорила о счетчике убийств, таком же, как тот, который есть у Наны на телефоне. Поэтому вполне вероятно, что девушка была отправлена той же организацией, которая привела ее туда. Услышав это, Нана упрекает его в том, что если ему нужна информация, он убьет ее и превратит в Юку, чтобы я мог вытащить ее из ее трупа. На что Джин отвечает, что несмотря на пытки, она не будет говорить, поэтому она хочет укрепить доверие между ними. Сразу после этого он спрашивает Нану о ее семье, и она начинает рассказывать ему, что у нее был брат, но этот ушел из дома, когда она была еще слишком мала, чтобы говорить. Запомни это. Она также рассказывает ему, что ее родители раньше работали на правительство, но они были убиты врагом человечества, и, закончив говорить это, она падает в обморок от полученных травм. Прежде чем она потеряет сознание, Джин предупреждает ее, что она, вероятно, не единственная убийца на острове, поэтому ей следует быть очень осторожной. И во время смены сцены Нана просыпается в комнате Мичиру, и, увидев, что она проснулась, она очень взволнована. После
этого Мичиру рассказывает ей, что прошлой ночью кто-то постучал в ее дверь и, открыв ее, увидел ее в бессознательном состоянии в коридоре. Увидев это, укрыл ее в своей комнате и исцелил ее своими силами. После того, как он рассказал ей об этом, Мичиру спрашивает Нану, не подверглась ли она нападению со стороны врага человечества, и она говорит ему, что действительно да. Впоследствии Мичиру говорит ему, что, по ее мнению, вчера она была выдана за самозванца из-за того, что она не помнит, как вчера ходила на занятия. Но, к сожалению, она не помнит, как попала в школу. Остальные товарищи рассказали ему о том, что он посещал. После этого Нана объясняет ему, что она была выдана за кого-то, способного превращаться в других людей, и она обнаружила это. За что, очевидно, она столкнулась с ним, чтобы узнать его местонахождение, в результате чего самозванец напал на нее. И Мичиро похвалил ее за то, что она была такой храброй, чтобы противостоять врагам общества, человечества. После этого Нана говорит ему, что она их не боится, потому что их родители были убиты этими, и она решила, что покончит со всеми этими монстрами. После этого Мичиро начинает безудержно плакать, и когда Нана успокаивается, она продолжает свою историю. Она объясняет ему, что враг, замаскированный под вора, однажды ночью проник в ее дом и убил ее родителей, если это была ее вина. Мисиро говорит на нее несколько ободряющих слов и сомневается, удалять ее или нет, поскольку она слишком хороший человек, чтобы явно быть врагом. Позже мы увидим, как проходят похороны Каори, и Нана замечает, что Мичиру нездорова. Это потому, что она много использовала свою силу, что автоматически сокращает ее продолжительность жизни. Она очень заботится о Мичиру и настаивает на том, что все в порядке. Позже, когда Нана находится в своей комнате, приходит Джин, и пока они разговаривают, Нана обнаруживает, что когда они превращаются в человека, помимо обретения своих способностей, у нее также есть слабости этого человека. В этот момент Мичиру стучит в дверь Наны и спрашивает, может ли она войти. Джин немедленно превращается в кошку. Причиной визита к Мичиру было то, что он хотел узнать все о детстве Наны. После этого она рассказывает Мичиро, что Джин превратилась в кошку, и что раньше она была обычной девушкой. Ей нравились игры и манга, и что раньше она была беспорядочной, до той ночи, когда умерли ее родители. Нана объясняет ему, что грабителю, убившему их, удалось проникнуть в ее дом. И из-за того, что она забыла закрыть окно, когда убегала ночью, чтобы купить свою любимую мангу, Нана начинает винить себя в смерти своих родителей. Услышав все это, Мичиру утешает ее и заставляет Нану еще больше полюбить ее. После этого Мичиру проводит ночь в комнате Наны. Уже утром Кия приходит в комнату Наны и просит обеих девушек пойти с ним. Он ведет ее в спальню мальчиков, так как это одна из комнат, и они нашли труп еще одного из его товарищей мертвым. Увидев это, Нана шокирована, потому что на этот раз не она убила его, а это значит, что теперь в комнате есть еще один убийца, кроме нее, Академия. Затем Кея рассказывает ему о мальчике, которого они убили, его звали Рюхи Иши, которому перерезали шею, а затем нанесли удар ножом в спину. Затем они начинают допрашивать Муга, поскольку очевидно, что его комната находится рядом с тем местом, где убили мальчика. Муга отвечает ему, говоря, что если он провел ночь в своей комнате, но он был занят, произнося мотивационную речь своим приспешникам, поэтому он ничего не слышал. И после этого Кея начинает допрашивать приспешников Муга, спрашивая их, каковы их способности. Где у парней довольно бесполезные способности, и один из них может имитировать голоса, если другой превратит его тело в магнит. Напротив, у светловолосого мальчика есть более интересная сила, которая заключается в том, что он может совершать астральные путешествия. То есть его душа может покидать его тело, пока оно остается в одном месте. Тогда Нана спрашивает Кею, полностью ли он уверен, что убийство произошло в эту самую ночь, и нет ли у тебя ненависти или чего-то подобного, на что тот отвечает утвердительно. Поскольку в тот же день он видел Рёхи на похоронах Каори, так что он мог быть убит только сегодня вечером, потому что тело было найдено утром девушкой Рюдзи по имени Фука. Икея обвиняет ее в том, что она теперь одна из подозреваемых, и требует, чтобы девушка раскрыла ему свою силу, а она отвечает ему, что для этого они должны пойти в открытое место. После этого все идут в лес, и там девушка показывает ему, что ее сила основана на том, чтобы направлять силу атмосферы, чтобы таким образом наносить удары. Услышав это, Кея просит его доказать ей это, попробовав это с ним, и девушка, немного сомневающаяся, сможет ли он это выдержать, соглашается. После чего девушка вкладывает в его руку огромную силу и наносит мощный удар ветром по Кее, в результате чего мальчик теряет сознание. Он улетит, и я нанесу ему серьезную рану в грудь. Все очень поражены великой силой Фуко, и она выбегает посмотреть, в порядке ли Кея, но благодаря своим способностям она очень легко выздоравливает.
Девушка объясняет ему, что она не может хорошо использовать свои силы в замкнутом пространстве, поэтому она попросила его прийти туда. Даже в этом случае для Кеи она подозреваемая номер один, и все же она решает расследовать дело позже. Потом Нана решает еще раз осмотреть место преступления, и в этот момент она замечает, что Мичиро в последнее время ведет себя странно. Она начинает теоретизировать, что с ней что-то может происходить, пока они едят. В этом девушка спрашивает Нану, что они планируют делать со своей жизнью после победы над врагами человечества, и на это она отвечает, что возможно пойдет в колледж. А Мичиро отвечает, что у нее все в порядке. Она хотела бы стать врачом. На этот счет Нана думает, что может быть поэтому она ведет себя странно, так как беспокоится о своем будущем. В этот момент Мичиро приглашает Нану жить с ней и ее родителями после окончания академии, но, по-видимому, это очень злит Нану. И она уходит, упрекнув его в том, что он только что закончил академию. Вчера она рассказала ему о смерти своих родителей. Позже Нана продолжает строить теории о поведении Мичиро, все больше и больше не доверяя ей. Внезапно в дверь Наны постучали, и это был учитель, который пришел, чтобы вручить ей униформу, потому что Мичиро попросил его отдать ее ему, так как предыдущий был сломанный. И внезапно Нана понимает, что ее флакон с ядом, который был в ее униформе в то время, когда Мичиро исцелил ее, пропал. Так что вполне вероятно, что она нашла его, и это объясняет, почему он ведет себя так странно. Учитывая это, Нана боится, что Мичиро может выдать ее за Кею. В этот момент как раз появляется он и говорит ей, что Мичиро пошел за ним с намерением поговорить о ней, но он только сказал ей, что поссорился. Впоследствии он просит Нану пойти с ним, чтобы поговорить с Фуку, когда они собираются уходить, и на этом появляется профессор, и он сообщает ей, что что его попытка связаться с властями сработала и что они скоро отправят кого-нибудь на остров. После этого Нана говорит себе, что ей нужно поторопиться, чтобы убить еще больше людей, прежде чем они прибудут. Затем, во время смены сцены, мы видим, как мальчики допрашивают Фуко, и Киоэ спрашивает ее, что она делала после похорон Каори. И она отвечает, говоря о том, что она не хотела убивать Фуко. Она провела ночь с подругой, и Киоэ продолжает расспрашивать о привычках Рёхи. В этом девушка рассказывает ему, что они немного отдалились. Когда Кея заканчивает ее допрашивать, она уходит, и уже только Фуку просит Нану отомстить за своего парня. После этого Нана и Кея начинают строить теории о том, кто мог быть убийцей, когда они возвращаются в свои комнаты, и вслед за этим Нана идет навестить Мичиро. Когда ее нет дома, она начинает искать свои бутылочки с ядом. Делая это, находит дневник девушки и решает заглянуть, не планирует ли он обвинить ее в Кее. Но, прочитав его, понимает, что она всегда доверяла Нанё, кроме того, что она была его любовницей. Он сделал все возможное, чтобы доставить ей удовольствие, защитив ее от обвинений Кеи и залечив ее раны. В этот момент за ней появляется Джин, который возвращает ей флакон с ядом и телефон. Он замечает, что его разочаровывает то, что он не доверяет Мичиро после того, как она была с ней добра. И перед уходом говорит ей, что вместо того, чтобы читать ее вещи, он должен проверить душ. Нана быстро видит, что происходит, и находит Мисиро без сознания в воде. Увидев это, немедленно помогает ей встать и, очевидно, несет ее в постель. Однако Мичиро кажется, что она очень больна, поэтому Нана решает позаботиться о ней. Поэтому она обращается за помощью к профессору, чтобы узнать, есть ли какой-нибудь врач, который может помочь Мичиро. И как вы, наверное, догадываетесь, их нет, и профессор упоминает вам, что доктор уехал с острова совсем недавно. После этого он тоже идет туда, где Кея просит его о помощи, но он занят осмотром трупа Рёдзи, поэтому он просит у него лекарства. После этого Нана приходит в отчаяние из-за того, что не может помочь своей подруге, и решает зайти в кафе и украсть немного еды. Суп, чтобы помочь ему от простуды. Уже в своей комнате она пытается снизить температуру Мичиро, и в это время приходит Кея, чтобы проверить, как поживает девочка. И пока Нана пытается дозвониться до Мичиро, она начинает подозревать Нану в том, что она могла что-то сделать с девочкой. После этого Кея отправляется исследовать комнату одного из приспешников Муга. Там мальчик рассказывает ему, что вокруг Академии появляются мертвые животные с перерезанными шеями. Кея думает, что это имеет странное сходство с убийством Рёхи. Позже мы видим, что Нана продолжает присматривать за Мичиро. И в этот момент в комнату входит Фука и начинает разговаривать с Наной, и она говорит ему, что беспокоилась за Мичиро, так как думала, что на нее напал человек, убивший Рюдзи.
После этого Нана начинает подозревать ее и думает, что, возможно, Фука хочет покончить с Мичиру, потому что она что-то знает об убийстве. После этого Мичиру просыпается и объясняет Нанё, что после того, как она помогла кошке, у которой была рана, она начала чувствовать себя очень плохо и что она не может справиться с собой. Она решила принять душ, а после этого просто потеряла сознание. Нана начинает расспрашивать ее о ее странном поведении в последнее время, и она заявляет ему, что просто чувствовала себя очень плохо. В этот момент Мичиро видит, что у Наны рана на пальце, и пытается залечить ее своими силами. Увидев это, Нана приходит в ярость и ругает ее за то, что она так сильно использует свои силы, и просит ее не использовать их, потому что они явно закончатся смертью. После этого девушка извиняется и мило проводит время вместе. И во время смены сцены мы видим, как Джин находит мертвых животных в лесу, и в этот момент он понимает, что виновник стоит за ним. Джин говорит ему, что ему все равно, что жителей острова убивают, но он должен оставить животных в покое, и, услышав это, парень уходит. Тем временем Джин продолжает думать о том, что он видел в телефоне Наны, и приводит его к выводу, что у Наны в телефоне есть счетчик смертей, на котором изображены будущие смерти, которые совершат ученики. Это подделка, и дело в том, что они используются только для того, чтобы обмануть ее. Ниже мы видим сцену, в которой собираются элиты. Они обсуждают успехи Наны и думают, что было очень хорошей идеей пригласить ее и, очевидно, отправить на остров убивать людей. После этого мы видим парня, который, кажется, является тренером Наны, который также будет офицером, который отправится на остров по зову Кея. Тем временем мы видим, что этот самый парень встречает светловолосого секвата из Муга и начинает задавать ему пару вопросов о Рюдзи, чтобы он мог ответить на них. Пытаются выяснить, виноват ли он, но абсолютно ничего не выясняют. А затем, возвращаясь в комнату Мичиру, мы видим, что девочки едят вместе, но на этом Нана решает не терять больше времени и пойти убить Фуку, так как она легкая цель, потому что она может выдать свою смерть за самоубийство. Поэтому, когда она собирается уходить, Мичиро останавливает ее и просит немного поиграть с ней. И пока девочки играют, Нана расспрашивает Мичиро о человеке, которого она прочитала в его дневнике, утверждая, что он слышал о ней с ее способностями. После этого Мичиро начинает немного рассказывать ей о своей жизни до поступления в академию, и поскольку она была жертвой издевательств из-за того, что обладала способностями. Однажды, после того, как помогал раненой маленькой собачке, он встретил девушку по имени Итоми, которая была владелицей упомянутой маленькой собачки. Она убедила ее, что ее сила невероятна, и после этого они подружились, и Томми защищал ее от ее обидчиков. Благодаря этому, из-за того, что у них было много совместных моментов, они стали лучшими друзьями. Это побудило Мичиро помогать людям, и однажды после того, как она вылечила тяжело раненого мальчика, она упала в обморок. Когда она проснулась в больнице, там тоже была и Томми, и в этот момент она узнала, что у нее рак. И несмотря на это, девочка обычно ходила на занятия, чтобы проводить время с Мичиру. Через некоторое время Итоми умерла от рака. Мичиру сделал все возможное, чтобы помочь ей, но его сила не излечивает такие болезни мучительно. И после этого момента Мичиру взяла на себя обязательство помогать тем, кто в ней нуждается, независимо от того, как сокращается ее продолжительность жизни. Закончив слушать это, Нана просто выходит из комнаты, заставляя Мичиру скучать. Уже на улице Нана считает невозможным, чтобы у такого человека, как Мичиру, был такой высокий показатель смертности в будущем. После этого Нана уходит в свою комнату и там начинает думать о своем прошлом и о том, как с ней плохо обращались после смерти ее родителей. А также о том, что все постоянно обвиняли ее в их смерти, как вдруг она входит к Мичиру в его комнату и говорит ему, что солгала ему о том, что она сказала ему, что она говорила с Киоей и что она действительно хотела поговорить с ним о ней, но явно решила этого не делать. Затем он просит ее еще раз подумать о том времени, когда были убиты его родители, и впоследствии Мичиро начинает выделять некоторые несоответствия в рассказе о том, как они умерли, приходя к выводу, что маловероятно, что они умерли из-за ошибки Наны. Однако она продолжает винить себя, и это правда. Вот почему Мичиро ругает ее. Затем она объясняет ему, что это обычное дело, когда дети винят себя в трагических событиях, которые происходят в их детстве. И просит его, пожалуйста, чтобы она прекратила это делать, пока он ее обнимает, что заставляет Нану чувствовать себя виноватой. Потому что она все время думала о том, что она хочет, чтобы он ушел. Выдать ее, когда на самом деле я просто беспокоился о ней.
В этом Мичиру просит Нану присоединиться к нему завтра, чтобы купить вещи на торговом судне, поэтому позже мы увидим, как она посещает некоторые магазины. В этом Нана предлагает купить Мичиру подарок, чтобы продемонстрировать свою привязанность. Прямо за ней появляется Кея, которая сообщает ему, что у нее есть потенциальный новый подозреваемый, которого она хотела бы допросить, и который явно для этого нуждается в ее помощи. Нана говорит ему, что для того, чтобы добраться до этого, ему сначала нужны доказательства, и что Ая решает, что им следует поторопиться, так как убийце не потребуется много времени, чтобы нанести ответный удар. Позже, когда девушки возвращаются с покупок, Нана вручает ему подарок, который она купила Мичиру, и это тоже дарит ему подарок. Подарок. Нана пользуется возможностью, чтобы извиниться за то, что заставил ее чувствовать себя плохо, и она отвечает ему, чтобы он не волновался, и что она с нетерпением ждет того дня, когда они победят медведей. Враги человечества, и они могут жить вместе. Во время смены сцены мы видим Кею в комнате Фуки, в которой она находит спортивную одежду, залитую кровью, и думает, что это были улики, необходимые им для допроса. Позже Нана находится в своей комнате и думает о Мичиру, как вдруг Джин стучит в ее окно. Он рассказывает Нанёе, что он очень благодарен Мичиру за то, что он сделал для кошки. Он также рассказывает ей, что недавно видел, как она гуляла одна в лесу, поэтому он превратился в Муга, чтобы спросить, куда именно она идет. И она ответила ему, что ее попросили пойти в школу. Домик на пляже, чтобы поговорить по секрету. Этот пытался выяснить, кто его об этом попросил, но Мичиру только уклонился от вопроса и продолжил свой путь. Услышав это, Нана в отчаянии бежит за ней, думая, что это дело рук убийцы Рёдзи. Она также анализирует, как еще она может получить помощь, и решает отправиться на поиски Кёи. В этом мы видим, как на Мичиру нападает кто-то, по-видимому, невидимый. Он комментирует ей, что это он ранил Эль-Като, которую она исцелила. И после этого он решил, что она будет его следующей жертвой. Затем мы наблюдаем, как Нана направляется к пляжу, когда ее прерывает звонок, и тот, кто ей звонил, был ее учителем. И он поздравляет ее с успехами в ее миссии и говорит, что надеется, что когда он прибудет, они принесут еще много смертей. После того, как Нана закончила разговор, она вспоминает, что ее целью там было убить всех учеников, и она думает о том, чтобы позволить убийце убить Мичиру. Потому что на самом деле это было контекстом того, почему она находится на острове, все буквально должны умереть. Так как для нее это более полезно, пусть студенты убивают друг друга, чтобы выполнить эту миссию. После этого мы снова видим Мичиу, которая пытается убежать от убийцы, но он загоняет ее в угол. Мичиру говорит ему, что она его не боится, потому что знает, что Нана придет ей на помощь. Услышав это, нападавший начинает насмехаться и оскорблять Нану, за что Мичиру злится и защищает ее. В результате чего убийца нападает на нее, но как раз перед тем, как ее ударили ножом, появляется Нана и встает между ними, таким образом получая удар от нее. После этого Нана извиняется перед ним за то, что не помогла ей раньше, и раскрывает личность убийцы, которым является светловолосый мальчик, приспешник Муга по имени Рентара, который помимо способности совершать астральные путешествия, может управлять объектами, когда находится вне своего тела. Мисиру пытается вылечить Нану, но она останавливает ее и получает еще один удар ножом. Затем Нана шепчет ей, чтобы она приготовилась бежать. И Нане удается отвлечь Арендара или получить еще один удар в плечо, таким образом давая Мичиру возможность сбежать, но она не хочет ее бросать. После этого Нана начинает оскорблять Мичиру, в том числе говоря, что они никогда не были друзьями, и поэтому девушке удается сбежать. Убедившись, что Мичиру сбежал, Нана говорит Рентара, что на самом деле она его подставила, и что он трус, напав на кого-то вроде Мичиру. Разъяренный мальчик спрашивает его, что он имеет в виду под ловушкой, а это просто насмехается над ним. И когда Рентара решает покончить с этим раз и навсегда, его хватают за шею, и там мы обнаруживаем, что именно Кея явно вешает его. И нам показывают, как Нана пошла просить его помочь спасти Нану. И он также рассказывает ей, что узнал, что убийцей был Рентара. После этого они планировали разделиться, чтобы спасти Мичиру. Один пойдет навстречу с ней, а другой будет искать тело Рентана, поскольку, используя свою силу, он должен держать свое тело неподвижным. Они также планируют попросить кого-нибудь еще о помощи, но поскольку у них мало времени, они решают сделать это вдвоем. После этого мы видим, как Нана тяжело ранена. Она находится на грани смерти, наблюдая, как ее жизнь проходит у нее на глазах.
В этот момент она понимает, что Мичиру пытается ее исцелить. Она, используя всю свою жизненную силу, добивается того, чтобы Нана не умерла, но это в конечном итоге убивает ее, и Нана плачет над ее телом, поскольку ее лучшая подруга буквально спасла ей жизнь, но из-за этого она умерла. И так заканчивается это трагическое аниме. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будет боль. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно.